Добрый день, уважаемые друзья, партнеры, подписчики, зрители. Приветствую вас сегодня на моем канале. И сегодня я хочу вам представить особый тест, потому что очень многие задаются вопросом, что моторы со славянкой потребляют очень большие токи и необходимы специальные батареи, специальные контроллеры. Так вот, сегодня я вам покажу обратное, а именно каких максимальных скоростей можно достичь с минимальными токами, разгонные характеристики показать на этих токах, также разгонные характеристики при подъемах на гору и возможности разгона при подъеме. И самое основное — это выяснить, что больше влияет: стиль поездки или же профиль дороги. В первой части моего теста я использовал камеру GoPro, а также скрин с дисплея Android с показаниями BMS, где можно видеть токи, которые потребляются с батареи, мощности, которые потребляются. При таких же тестах, те, кто видели уже мои тесты на самую большую дальность поездки, где расход составлял 21 Вт на километр и максимальная возможная дальность была 165 километров. Во второй же части моего теста я уже подключил еще компьютерный софтвер работы с контроллером, температуру двигателя, температуры контроллера и дополнительная скорость оказывается на компьютере. Интересного, и одновременно подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы и следите за мотора с разгонными характеристиками, чтобы хоть немного понять, что славянка или моторы со славянкой не потребляют больших токов. Самый минимальный контроллер, который мы обычно используем в наших скутерах и легких мотоциклах, это 165 амперный контроллер. И то, что вы видите сейчас, это меньше, чем половина возможностей этого контроллера. 80 ампер с 165, то есть половина тока, который может давать контроллер, я использую на этом тесте, чтобы показать,
те параметры, которые достигаются этим мотором. Как вы видите сейчас, это максимальная скорость 84,5 км достигается при ограничении 80 ампер. Хотя в данный момент потребление с батареи всего лишь 69 ампер. Разгонная характеристика. То, что вы можете видеть сейчас, так это при экономичном режиме, независимо более горный режим или же более пологая дорога, расстояние практически не изменилось, дальность возможной поездки не изменилась. А вот стиль поездки большими акселерациями, с быстрыми ускорениями, подъемами и разгонами в гору до максимальных скоростей влияют практически в 2 раза, уменьшают дальность поездки. В этой части теста я дополнительно включил компьютер и запись с компьютера. Теперь вы можете видеть параметры такие как обороты мотора, температура контроллера, темпы нарастания скорости, нарастания фазного тока. И здесь, смотрите дальше, вы увидите, как идет разгон скутера в гору, вот, и какие потребления на горизонтальной площади, и какие потребления тока на горизонтальной дороге, и также при подъеме в гору с разгоном.
За все время поездки, за 33 минуты и после 5 разгонов до максимальных скоростей практически, температура мотора возросла всего лишь с 23 до 53, то есть на 30 градусов за 33 минуты. Это показывает качество мотора DA90S и технологии Славянка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и жду вас с нетерпением на новых просмотрах, на новых видео. До новых встреч. Всего хорошего.